Вот еще одна история, но уже не состоявшиеся взятки, но поучительные. Тоже связанные с ГИБДД. Ну серьезная прям ситуация была. Я был должностным лицом, которое отвечало за водителей, скажем так. И одного из водителей, который меня возил, его остановили на Тургеневском посту в Краснодаре, потому что у этого водителя был остаточный запах изо рта, остаточный запах алкоголя. Водитель первое, что сделал, позвонил мне и сказал, что вот меня задержали, я типа за тобой не приеду, потому что я на посту. Меня оформляют за езду в пьяном виде. Ну, я приехал на такси. Надо же спасать своего водителя. Захожу на пост, а водитель оказался болтливым, и он уже рассказал, и кто я, и какая должность у меня, и что за компания. И у сотрудников ГИБДД уже полились слюнки от того, сколько они могут на мне заработать. И я спросил водителя, ты правда пьяный? Говорит, ну, вчера пили, сегодня может быть что-то остаточное. Если честно, я пытаясь спасти своего водителя от лишения водительских прав, в ответ на предложение сотрудника полиции открыл кошелек и показал, что у меня там есть деньги. Ну, наверное, 1030. Речь идет о середине 2000-х. Сотрудник же полиции сказал мне, что он хочет в 2 раза больше. Ну, я так показал ему, сколько у меня купюр. Он говорит, я хочу в 2 раза больше. Иначе и мы не отпустим водителя отсюда. Я предложил, говорю, давай я домой съезжу, привезу тебя в 2 раза больше. Нет, мы не отпустим водителя и типа никуда не уедем, вот мы его оформляем. А они его еще не отправили на освидетельствование. То есть они только обнаруживали у него признаки алкогольного опьянения. Но освидетельствования еще не было. При том, что помимо меня, за то, что в рейс вышел пьяный водитель, ответственность понесли бы заведующий гаражом и врач, который его допустил до выхода в рейс. По-моему, ответственность там даже уголовная. Я посмотрю после записи видео, какую ответственность они несут. Я помню, что я с ними тогда на русском матерном разговаривал и объяснял, как вы могли человека с явными признаками алкогольного опьянения, как показалось сотрудникам полиции, ну он с перегаром был, как вы могли человека в таком состоянии выпустить в рейс и подписать ему документы. Это же он же был оформлен как сотрудник организации, и я не был его непосредственным руководителем, я был там одним из боссов, а у него были непосредственные руководители, в частности заведующий гаражом. А гараж был в Яблоновском. В общем, суть до дела проходит где-то около часа вот этих разборок. Сотрудники полиции требуют от меня много денег. Ну, по-моему, это было больше $1000 тогда. Или около $2000. Вот. В общем, я своему водителю сказал, давай здесь приседай, отжимайся, активно дыши, чтобы перегар выходил. Потому что алкоголь из нашего тела в основном уходит через дыхательную систему. Именно поэтому его так легко обнаружить, именно потому что он уходит через альвеолы, как продукты разложения алкоголя. Вот, в общем, суть до дела, я говорю, хорошо, я поехал за деньгами.
Уезжаю, проходит 2 часа, ну, понятно, я уже никуда не попал в тот день, проходит 2 часа или 2,5 часа, и водитель звонит и говорит: слушай, тебя тут ждут сотрудники полиции. А я говорю: ну, передавай им привет, скажи, что я не вернусь. В общем, они его оформили. Через 3 часа они его отправили на медицинское свидетельствование. И угадайте что? По нулям. То есть он наверняка был еще там с какой-то недопустимой дозой, когда он был остановлен, ну или где-то на грани. Но пока за 3 часа суд задела, он же дышал, разговаривал на нервах, активно выходил этот алкоголь через легкие. И к тому моменту, когда его там часов через 5, получается, после остановки отправили на свидетельствование, ну да, к 9 утра он должен был меня забрать, то есть это где-то уже после обеда. Отправили на свидетельствование, у него там ничего нет. И мне водитель передавал, говорит: они просили тебя передать, что они тебя запомнили, вот, и в следующий раз туда не приезжай вообще, и вообще лучше там не езди. Ну, во-первых, я там ездил, я даже туда привозил на этот Тургеневский пост людей, которые в меня несколько раз в задницу въехали в мой пикап. То есть, во-первых, я туда приезжал, ну а во-вторых, сами виноваты, жадные слишком. Водителя этого я уволил в тот же день, естественно. По соглашению сторон я его уволил, потому что если он недостаточно ответственный, чтобы не ездить с перегаром через посты ГИБДД, ну, в таком же виде может поехать и со мной или с кем-то другим куда-то еще. То есть, конечно, я его уволил, завгару и медицинскому пункту сказал, что, ребята, вот в следующий раз вы будете уволены. В воспитательных целях это нужно было сделать. Вот. И через этот пост Тургеневский ездил чуть ли не каждый божий день. Ничего. Так что пустой треп со стороны сотрудников полиции.